Всем огромный привет! Если у вас есть дочка, значит вы знаете такой мультик, как Моана. Моя дочка его обожает, но и многие дети в нашем дворе также. Меня попросили сделать веночек Моаны для тематической вечеринки дня рождения, поэтому сегодня я покажу, как я его делала. На самом деле его делать очень легко, просто нужно очень много одинаковых деталей. В итоге наш веночек будет выглядеть вот так. Для него я делала 5 цветочков, и у меня ушло 95 листиков. Можно делать как больше, так меньше, но чем больше листиков, тем более объемный будет ваш веночек. Я уже тут немножко начала делать, поэтому сегодня мы закончим. Также покажу, как сделать сами цветочки. За основу я брала проволоку. Проволока у меня была 0,7 мм, но брать проволоку можно любого размера. Самое главное, чтобы она была не очень толстая. Ну и мы все будем прикручивать на тейп-ленту. Длина моей проволоки была 60 сантиметров. Я отмерила 40 сантиметров и с двух сторон сделала такие петельки. Затем я загнула проволоку вовнутрь и все хорошенько обмотала тейп-лентой. Для тех, кто не любит тейп-ленту, можно использовать атласную ленточку. Но мне атласной лентой неудобно это делать, потому что всегда приходится наносить клей. Ну теперь то, что нам понадобится для нашего веночка. Это сами цветы, тейп-лента, любая тонкая проволока, у меня проволока 0,3 мм. Суперклей. Я использую самый обычный дешевый секунды суперклей, им очень быстро и легко клеят цветочки. Также сами листики, которых я уже сказала, у нас 95 штук. Ну и самый обычный, вообще любой молд для того, чтобы сделать прожилки нашему лепесточку. Хотя если у вас его нет, то я думаю, это не страшно, можно его даже не использовать. Но для самого цветочка я вырезала лепестки, которые нам нужно будет снизу затонировать. Тонирую я лепестки масляной пастелью. Можно использовать как фломастеры, также и сухую пастель. Наношу пастель на губку и учитывайте, если вы пользуетесь масляной пастелью, вы должны использовать просто губку, а если же вы используете сухую пастель, вы должны использовать влажные салфетки, так как очень часто многие путают и не понимают, почему у них пастель не наносится на сам фоамиран. Для одного цветочка нам понадобится 5 лепестков. Для удобства я сделала схему, и все ссылки я оставлю в описании к этому видео. Вы можете или распечатать их в формате А4, или же перерисовать. Ну а теперь сами листики я ложу молд, затем я накладываю кусочек фоамирана и пергаментную бумагу. Нагреваю утюгом наш бутерброд и хорошо рукой придавливаю. Можно же просто брать, нагревать кусочек фоамирана и отбивать на молде, но мне с этим молдом так удобнее работать. А уже лепестки для самого цветочка я просто нагреваю на утюге до тех пор, пока они не начнут скручиваться. И на этом обработка лепестков у нас с утюгом будет закончена. Начинаем все подготавливать. Вырезаем форму лепестка. Все лепестки у меня вырезаны на глаз, форма их приблизительно одинаковая, так же как и размер. Беру кусочек проволоки где-то 3 см. Для того, чтобы нам удобнее закрепить наш лепесток на ободке, нужно приклеить кусочек проволоки, и тогда на самом веночке у нас все будет красиво держаться. Для удобства я сжимаю свой лепесток пинцетом, чтобы не приклеить свои пальцы. Ну и сам лепесточек готов. А теперь сам цветочек. Беру небольшой кусочек проволоки, делаю на конце петельку и приклеиваю проволоку с одной стороны нашего лепестка. Затем наношу клей. Наношу клей приблизительно на сантиметр снизу и приклеиваю сверху лепесток. Мы делаем так называемый веер. После того, как приклеили все лепестки, нам нужно это все закрутить и приклеить последний лепесток к первому. После того, как я это все приклеиваю, у меня получается безобразный цветочек. Поэтому мы его выравниваем, подравниваем, подклеиваем лепестки. Короче, формируем красивый цветочек. Также я наношу клей и в серединку самого цветочка, все хорошо зажимаю. Когда у меня уже все хорошо держится, я обматываю ножку тейп-лентой.
И уже после этого нам можно будет собирать весь наш веночек. Берем тейп-ленту, берем нашу проволоку и постепенно начинаем все лепесточки прикручивать. Поэтому я и говорила, что у вас может уйти как больше лепестков, так и меньше, потому что каждый из нас все равно при сборке веночка смотрит так, как ему больше нравится венок. Может быть такое, что этих лепестков вам может даже не хватить. Ну и я начинаю собирать свой венок от края где-то на сантиметров 5 и уже посередине распределяю все свои 5 цветочков. Распределяю их на одинаковом расстоянии, чтобы у нас все было симметрично и красиво. Также расстояние между самими цветочками у меня получилось 4-5 сантиметра. Таким образом я прикручиваю все свои цветочки, лепесточки до самого конца. Когда мы обмотали и примотали все наши листики, закрыли всю нашу проволоку, я отрезаю лишнюю тейп-ленту и подклеиваю суперклеем. Вообще это обязательно, потому что тейп-лента на конце держаться не будет. После того, как все мы подклеили, с одной стороны у нас получилось красиво, но с другой стороны не очень. Поэтому мы все лепесточки выгибаем, выравниваем все красивенько. И на этом наш венок готов. Осталось привязать с обратной стороны ленточку, и можно превращаться в Моану. Ну а если вам понравился мой мастер-класс, или если вы делали веночки для своих принцесс Моаны, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, а также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео на моем канале. Пока-пока!